Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вкуснейшее горячее мясное блюдо сразу с гарниром. Такой мясной рулет, запеченный в духовке, получается очень сочный и вкусный, а картофель нежный и ароматный. Выглядит блюдо эффектно и по-настоящему празднично. Для рецепта мне понадобится приготовлю маринад для мяса. Натру на мелкой терке 5-6 зубчиков чеснока. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока. Добавляю чайную ложку сушеного лука, сушеный тимьян, 2 чайные ложки паприки, чайную ложку орегано, добавляю соль и перец. Конечно, все специи и соль вы добавляйте по своему вкусу. Добавляю 1 полную чайную ложку горчицы. У меня эта горчица не острая, европейская. Можно использовать и острую горчицу. И добавляю 1 такую чайную ложку с горкой дижонской горчицы в зернах. Столовую ложку сахара. Сахар, если хотите, можно заменить медом. И добавляю 2 столовые ложки оливкового масла. Можно использовать любое растительное масло. Хорошо все перемешиваю. Маринад еще получился у меня такой достаточно густой. Я добавлю еще ложку масла. Для моего рецепта я использую вот такой красивый ошеек. Вес примерно чуть больше 2 килограммов. И сейчас мясо надо раскрыть. Делаю вот такой надрез толщиной примерно 1 сантиметр. И начинаю мясо вот таким образом поворачивать и открывать по кругу. Как бы его раскручиваем. Для этого рецепта можно использовать не только ошеек, сюда прекрасно подойдет и корейка. Мясо все равно получится очень сочное. Здесь есть еще вот такой кусочек, поэтому здесь я его вот так еще надрежу. И теперь перед тем, как мясо отбить, я его еще немного вот так вот надсекаю. Так оно лучше промаринуется и поперек. Закрываю мясо сверху пленкой и хорошо его отбиваю. Получился вот такой широкий пласт мяса. Сверху я выкладываю вот этот маринад, но не весь. Немного маринада оставлю. И хорошо втираю маринад в мясо. Вкручиваю в том же порядке, как я его раскрывала. Закрываю рулет пищевой пленкой и оставляю его таким образом полежать, промариноваться. Лучше всего, если это мясо полежит хотя бы пару часов. Но если оно у вас полежит 12 часов или даже сутки, оно будет еще вкуснее. Мелко порежу репчатый лук. Морковь натру на крупной терке. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Отправляю сначала обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку кусочек сливочного масла и добавляю морковь. Благодаря сливочному маслу морковь будет яркого оранжевого цвета и очень вкусная. По вкусу добавляю соль, перец. И добавлю четверть чайной ложки тимьяна. Обжариваю морковь, чтобы она стала мягче и слегка подрумянилась. Морковь с луком обжарились, сковородку снимаю с плиты и оставляю их немного остыть. Болгарский перец очищаю от семян и перегородок. И режу длинной соломкой. Мясо промариновалось, я его разворачиваю. Стол я застелила пленкой. Выкладываю морковь с луком. Распределяю сверху, не доходя до края. Выкладываю полоски бекона. Бекон можно использовать любой. Сыровяленый, сырокопченый, какой вам больше нравится. Теперь полоски болгарского перца. Сверху выкладываю пластинки сыра. У меня сыр гауда. Можно использовать любой твердый сыр.
Его можно выложить как пластинками, так и натереть на терке, как вам удобно. И теперь мясо скручиваю в рулет. Аккуратненько все поджимаю. Плотно обвязываю шпагатом. Излишки шпагата срезаю. Вот такой замечательный рулет получился. Я подготовила вот такую большую форму, выстелила ее фольгой и сверху еще выкладываю пергаментную бумагу. Картофель разрезаю крупными кусками, вот такими дольками. Сразу перекладываю в форму. У меня вот такие крупные шампиньоны, я их просто разрезаю пополам. И такими довольно толстыми перьями режу лук. Овощи солю. Добавляю сушеный чеснок, сбрызгиваю немного растительным маслом и хорошо все перемешиваю. Теперь вот таким образом грибы выкладываю немного по краю, а внизу оставляю только картофель и лук. Выкладываю сверху мясо, промазываю оставшимся маринадом. Закрываю все плотно сверху фольгой. И сейчас я все отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 1:20 часа. У меня такой большой кусок мяса, больше 2 килограммов. Конечно, вы ориентируйтесь также по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Мясо я достала из духовки, снимаю с него фольгу. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Мясо очень сочное. Великолепно! Картофель уже тоже готов. Сейчас я все отправляю обратно в духовку без фольги, примерно минут на 20, чтобы все сверху хорошо подрумянилось. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Оно хорошо подрумянилось сверху, очень сочное. Посмотрите, какой идет прозрачный сок. Переношу мясо на тарелку и аккуратно снимаю шпагат. Конечно, мясо получается просто потрясающее. Какое оно сочное, очень вкусное. Немного можно украсить зеленью и сразу подавать к столу. Мясо получается такое сочное, ароматное, нежный картофель, запеченные грибочки. Как же это вкусно! Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.